Друзья, Asus BD4. Кстати, это Wi-Fi 7, это Asus Zen Wi-Fi BD4, Mesh-система от Asus, при этом бюджетная Mesh-система. Почему бюджетная? Потому что та цена, которая стоит вот эти вот три башенки с Wi-Fi 7, двухдиапазонной, с мультилинком и с портами 2,5 гигабита. Ну, вы еще увидите на распаковочке, все поближе, все будет отлично видно. При том, что эта система способна покрыть порядка 600 квадратных метров, три вот этих маленьких башенки. 4 антенны, 4 функциональных модуля в каждом, при этом небольшое потребление, в отличие у нас тут было недавно. Ален, а ну подай мне, пожалуйста, BQ16. У нас тут было недавно, мы снимали BQ16 от Asus. Да, одну башню тащи, боже, у нас Алена все несет сразу. Вот такие вот мощные штуки, да. Так вот здесь потребление на каждую по 65 ватт. И весят они как неплохой кирпич. А вот эти вот малышки для домашнего использования за свою цену, при этом которые показывают по Wi-Fi, извините меня, по 1,5, по 1,6 гигабит на обыкновенном компьютере, да, либо честные 2,5 гигабит именно LAN, которые у него здесь есть, и при этом еще поддерживают 2 WAN порта, можно отказоустойчиво сделать, можно балансировку нагрузки сделать. Так вот, за эти деньги это одно из лучших решений именно в Mesh варианте исполнения вот этих вот модулей. Действительно неплохо. Если вот этот вот стоит, ну ничего себе, давайте его поставим, чтобы он хотя бы стоял так красиво, то мне его принесли. Вот BQ16, и он 10 гигабитный, то вот эти штучки, они очень неплохие. Так, ребят, сейчас мы с вами пойдем их распакуем. Мы с вами посмотрим, что нам заявляется производитель, а потом, конечно же, потестируем. Потестируем не только на простую скорость, мы потестируем еще на дальность покрытия. Подписываемся на канал, ссылки в описании под видео на проверенных продавцов. Переходим. Вот такой вот Asus Zen Wi-Fi BD4. Три вот таких вот башенки, 2,5 гигабитные порты. Конечно же, это Wi-Fi 7 Mesh, двухдиапазонный, 720 квадратных метров покрывает, это 6 плюс комнат. То есть вот эта штука способна покрыть 720 квадратных метров. BE 3600 индекс скорости, есть приложение, есть много чего. Давайте вскрывать. Где у нас тут вообще? Вверх, низ. Ага, все, нашли. Конечно, вскрываем мы весело, но вот так вот. Смотрите. Раз, башенка. Давайте сразу их буду доставать, чтобы вы понимали. Раз. Два. Вот такой вот. Три. И смотрите, они абсолютно одинаковые. Они абсолютно одинаковые. При этом 2,5 гигабитных порта. Кнопка сброса. Вернее, кнопка включения-выключения, кнопочка WPS и кнопка сброса. Классно сделано охлаждение. Снизу забор воздуха по принципу конвекции. Через эти прорези и в бок, и вверх отходит горячий воздух. Теперь у нас есть, смотрите, да, много пакетов и блоки питания. Сейчас я их все три достану. Во-первых, они 18-ваттные. Во-вторых, жлобы Asus положили всего один патчкорд. Asus, не обижайтесь, но это правда. Дальше, смотрите. Вот. 12 вольт, 1,5 ампера, 18-ваттные. И все они на заменных вот этих вот вилочках. Видите, любую, для любой страны купили, поставили, все. Поставили и забыли. Работает, конечно работает. Таких три одинаковых. Сами по себе легкие, прикольные. И думаю, что уже можно их брать, настраивать и тестировать. Я нашла разницу. В чем? Наклеечка? Наклейки. Ну все, капец. Все, пошли тестировать. Самое интересное, что заявляется он как двухдиапазонная Mesh-система стандарта Wi-Fi 7. Чтобы вы понимали, Wi-Fi 7 это не обязательно 6 ГГц и 320 МГц ширина. Это обязательно наличие самой поддержки стандарта. Там разные фишки, 4К CAN, там расширенный FDMA, там очень много разных моментов. Там BSS Coloring расширенный. И что самое главное, что
у него должно быть еще и мультилинк, это тоже обязательная составляющая. Это, знаете, как конструктор, набор функций до полного стандарта Wi-Fi 7. Здесь Wi-Fi 7 в двух диапазонах, а это имеется в виду, что у нас, ну они знаете, как заявляют, смотрите, до 3,6 гигабит в секунду, это значит, что у нас, по сути, тотальная суммарная скорость теоретическая будет на все устройства 3,6 гигабит в секунду между этими роутерами. Покрытие 600 квадратных метров, 3 узла, нифига себе, 2 Ethernet порта, 2,5 гигабит. И тут пошли дальше. Мультилинк, как я уже говорил, 4К CAM есть, ну 4.096 CAM. Технология Asus iMesh, само собой, это Mesh-система. Кстати, умная, я вам сейчас покажу один прикол, я там специально так подключил для того, чтобы мы могли посмотреть. Есть приложение, но приложение меня не сильно волнует, меня волнует его скорости и покрытие. И здесь, конечно, много рекламных материалов. Кстати, ссылку закинул в описании под видео, пойдете посмотрите. Современный Wi-Fi 7, Dual Band Multilink, он может объединять 2,4-5 ГГц не просто, как, знаете, смарт-сеть выбирать, а именно это будет одна сеть, нужно, чтобы телефон поддерживал. Полная поддержка мультилинка, эффективная модуляция, каналы 160 МГц, немаловажный аспект для того, чтобы получить больше гигабита скорость. Ведь у нас порты 2,5 гигабита. Что самое интересное, два узла 450 квадратных метров. У меня студия 165 квадратных метров. Как мне это замерять, я не понимаю, потому что ни хрена себе он, короче, ну я честно я не представляю, как это делать. Ладно. Функциональное решение. Тут они, конечно, показали, как это все дело расширяется. У нас 4 внутренние антенны. Да, в отличие от BQ16, который мы делали, там 12 антенн, там 16 мощных интерфейсных модулей. Там один модуль покрывает 370 квадратов. Прикиньте, там сумасшедшая штука. Но и там есть и 6 ГГц, и 320 МГц. Так, что же они еще заявляются? Несколько вариантов WAN подключения. 2 порта. Ну, это, слушайте, мы все это видим. Мне интересно другое. Поддержка VPN. NordVPN, Surfshark, надежные расширения. ASUS сотрудничает с поставщиками безопасности VPN, предлагая комплексные системы защиты. Сеть IoT, это значит есть сеть умного дома, родительский. Кстати, знаете, для чего сеть умного дома нужна? Когда оно изолирует сеть умного дома, невозможно взломать устройство умного дома, потому что они очень подвержены взлому. Те, кто не знал, кстати, я вам об этом говорю. Есть у нас возрастные профили и WireGuard, OpenVPN. Слушайте, надо это все смотреть вживую. Меня больше интересуют технические характеристики. Давайте характеристики глянем. Итак, смотрите, Wi-Fi 7 в 5 ГГц до 2882 мегабита в секунду, до 688 мегабит в 2,4, 4 внутренние антенны, MU и MIMO, схема MIMO 2 на 2 в обоих диапазонах, 4-ядерный 1,5 ГГц процессор, RAM 215, Flash 128. Ну, я вам скажу так, что это такое домашнее себе решение. Не скажу, что я бы его масштабировал на офис. Для офиса я брал бы BQ16. OFDMA 160 МГц. И тут, в принципе, у нас с автоматическим определением WAN-LAN. Ага, теперь смотрите, VPN-клиенты LTTP, OpenVPN, PPTP, WireGuard и сервера IPsec, OpenVPN, PPTP, WireGuard и есть VPN Fusion. Слушайте, ну все как бы красиво, давайте сразу тестировать. Я вам объясню, подключено к моему внешнему серверу, у которого на отдачу он дает 2,5 гигабита, на прием 1,5 гигабит. Поэтому будем оперировать этими цифрами как максимально возможными. Смотрите, спокойно у него LAN-WAN работает по 2,5 гигабит. По 2,5 гигабит. У нас, смотрите, на загрузку 2,4 он должен получить максимально 1,5, потому что больше сейчас на сервере у нас нет мощности на прием. То есть даже почти 1,6 он взял. Но это уже хорошо. Это вообще отличный результат. То есть отличный, честный порт у нас есть. Тут как бы с этим все отлично. Давайте еще LAN RJ45, грубо говоря, проверим. Не LAN, ну WAN, мультипорты, в принципе, 2,5, честные. Так, 2,4 на 1,6 фактических. Теперь переключаемся на Wi-Fi 7 комп с модулем 802.11be. Есть и Connect 2882 на 2450 сейчас показывает. Так, а ну стартанем здесь тест. Интересно, что у нас получится. Ты 1.2, 1.3, 1.5, 1... А ну давайте. 1.5 гигабит, 1.6 почти на загрузку через Wi-Fi. Через Wi-Fi в двухдиапазонном роутере. На 5 ГГц это отличный результат.
1552, и на выгрузку будет, он упрется сейчас в 1.5 по идее, в 1.4. Так, смотрим в 1 в гигабит. Хорошо, давайте рестартанем еще раз, проверим. Потом 2.4, потом посмотрим админку, а потом пойдем погуляем с вами, посмотрим покрытие данного роутера. 1.5 тут, в принципе, стабильные показатели. Это люблю, когда стабильные показатели на роутерах. Нет вот этих прыжков. Один раз меряешь, бывают такие, да, приходит там китайский роутер, дешевый. 1.5 меряешь, потом следующий гигабит, потом в следующий раз меряешь 1.2, потом меряешь 1.8, потом меряешь 500. Твою мать, и ты, короче, такой сидишь, думаешь, что происходит. А здесь вот стабильно 1.5 на 1450 на 1300. Вопросов нет. Вопросов нет. Это бюджетная межсистема. Мы тут как бы не предъявляем, что это Wi-Fi 7, 6 ГГц, он должен там 5 гигабит показывать. Берите BQ16, вернее. Будет вообще вам счастье. Давайте посмотрим, что нам 2.4 показывает. Ну, так, Asus BD4. Так, есть. Ну, смотрим, что у нас по коннекту. 688 по заявленным, вообще отлично. 2.4. Ну, сейчас посмотрим на скорости. Тут же, вы понимаете, он не должен показывать 688. Это тотальная канальная скорость, которая есть. А тут он показывает у нас, я вам скажу, 180-170 по старой сети 2.4. Это мусорная сеть, я вам напомню. У меня как бы тут даже вопросов никаких нет. Красивые цифры. 163 на... Давайте на 180... Ух ты ж. Слушай, красивые цифры. 160 на 150. Даже хватит погонять какой-нибудь хороший фильм 4К онлайн. Вообще нет вопросов. Так, вернемся чуть-чуть попозже к проверке дальности. Меня интересует больше сейчас в админке. Смотрите. Так, смотрим. Мы видим первичная нагрузка. 2 порта, 2,5 у нас подключены, потому что у меня сейчас iMesh подключен через сеть. Я вам объясню, для чего это сделал. Мы сразу идем в раздел iMesh. Один у нас зелененьким, это значит у нас LAN с отличным подключением, а второй желтенький. Я специально его завел через 100 мегабитный порт. Объясню. Подключил просто к 100 мегабитному порту своего свеча. И объясню. Сам по себе вариант того, что Asus имеет систему еще вот оптимизации подключения, он вам может выдать следующую вещь. Дело в том, что... Давайте, вот сеть. У нас он подключен через Ethernet на 2,5 порт, и он показывает, что здесь 10-100 мегабит. И он вам просто-напросто выдает информацию о том, что можно улучшить качество, можете пойти почитать. По сути, если я его сейчас переключу специально в какой-нибудь 2,5 гигабитный порт, то он нам покажет отличное качество связи. И если будет через Wi-Fi, то здесь будет голубое подключение, то есть через голубое, вот, грубо говоря. Сейчас я его выткну, не знаю, наверное, это будет... О, выткнем его. Все. 10-100. И пускай он переподключается. Потом посмотрим, на что он подключится. Он, по идее, подключится у нас потом, да. Он начал там изменять настройки. Сейчас он переподключится на беспроводной. Вернемся к нему позже. Теперь сеть. Да, еще забыл сказать. Дело в том, что каждой из этой точек можно управлять. Во-первых, то, что мы здесь видим сеть. Тут мы видим управление, и в управлении есть очень классная тема. У нас можно управление коммутатором выбрать и посмотреть, смотрите, в отдельном моменте. Каждая точка, кстати, по отдельности может быть коммутатором, но главное у нас предопределена именно в плане mesh-узла главного. На ней есть наклеечка, и я вам ее уже показывал. Смотрите, здесь мы можем управлять Jumbo Frame, и, в принципе, больше ничего. Ну, есть как есть, показываю все настройки. Также у нас есть оптимизация. Перезагрузить можем узел, удалить его. И тут же у нас есть приоритет транзитного соединения. Либо сначала 5 ГГц Wi-Fi, либо 2,5 ГГц. А вот, кстати, переподключилась точка. Она у нас переподключилась на Wi-Fi. И у нас появилась надпись MLO. То есть он подключился в мультилинке. Это очень крутая тема. То есть в мультилинке он объединяет и 5 ГГц, 2,4 пропускную способность. Это не значит, что скорость будет тотальная больше, это значит, что больше устройств получит большую ширину канала. Это вообще отличная тема. То есть у нас
именно с iMesh здесь просто-напросто прекрасно все. Дальше у нас есть раздел «Сеть», где мы видим управление. Можно создать гостевую сеть, детскую сеть, сеть интернета вещей, сеть VPN, многосвязочную операцию. То есть, смотрите, у меня, например, Asus IOT есть, можем создать многосвязочную, это имеется в виду MLO, там какой-нибудь 1, 2, 3, назначить ему какой-то пароль, посмотрим, ну такой подойдет. И применим настроечки. А вот и MLO наш появился. И мы видим, что у нас здесь объединены 2,4,5 ГГц с поддержкой WPA3 персональным. Можем сюда еще VPN прибить и клиентов посмотреть. Также у нас есть здесь стандартное управление сетями, то есть мы можем переключить в сети 2,4, 5 ГГц, настройки радиус есть, выбор ключей шифрования, но с каналами, управление каналами, это немножко в другом месте. И как мы видим, здесь везде Wi-Fi 7 у нас, да, помечено. Если пойти в раздел беспроводных сетей, то мы сразу видим, у нас 40 МГц, 20 МГц, 20-40 в 2,4. Можем выбирать каналы от 1 до 13. Есть расширенные каналы в режиме автомата, ну это такое себе дело. И в 5 ГГц сети есть микс 20, 40, 80, 160. И есть отдельное включение 160. Каналы от 36 до 128. Расширенные каналы у нас тоже на автомате. Также у нас здесь есть пункт управления отдельно MLO. Можем создавать не одну мультилинк сеть. Есть список блокировки перемещений, профессиональные настройки по типу WPS, VDS и настройки радиуса. Ну давайте вернемся дальше. Eye Protection. В коллаборации с Trend Micro Asus работает над усовершенствованием своих роутеров в плане именно антивирусной защиты, то есть он будет блокировать устройства зараженные, блокировать сайты зараженные, он будет анализировать трафик. У нас, видите, блокировка вредоносных сайтов, двусторонний IPS и обнаружение блокировка зараженных устройств. Я, в принципе, его пока не использую, то есть он, когда включается, он работает для всех устройств сети. Фильтры сайтов и приложений. Это у нас родительский контроль, классная тема, есть AdGuard для защиты от спама рекламы, но по поводу фильтров сайтов и приложений. Мы включаем с вами родительский контроль, он сейчас выполнит и подключит его. Ждем. Тарам! И здесь мы можем выбрать отдельно устройство какое-нибудь и заблокировать ему, например, контент для взрослых. Тут имеется в виду и клубничное видео, нарушение закона, насилие, азартные игры, интернет и мессенджеры, соцсети. Можем заблокировать отдельно, можем блоги, мобильные ресурсы, интернет-телефония, мессенджеры. Тут даже, слушайте, вообще прикольно. Теперь торрент, трафик можем, пиринговые сети, передачу файлов и мультимедийный контент по типу игр, потокового видео, аудио, интернет, радио и вещей. Классно. То есть родительский контроль, зачет. Адаптивный сервис QoS есть, анализатор трафика есть, но это более профессиональные штуки. Идем в раздел локальной сети. Здесь все абсолютно спокойно. Можем, в принципе, IPTV использовать, если у кого-то есть мультикаст, что сейчас для нашей страны вообще редкость. Но, в принципе, он здесь поддерживает. И управление коммутаторами. Что самое интересное, управление коммутаторами мы можем тоже управлять Jumbo Frame и ускорять NAT. В разделе интернет у нас есть типы подключения: автоматический IP, статический PPPoE, PPTP, L2TP. В принципе, тут есть двойной WAN, чтобы вы понимали. Мы можем с вами использовать два WAN, два 2,5 порта. Мы можем поставить в балансировку нагрузки, отказа, устойчивости. То есть тогда у него не будет второго LAN, у него будет два WAN порта, то есть два провайдера можем завести для обеспечения бесперебойной работы. Это очень удобно, я вам скажу, это тоже поддерживается. Ну, про переключатель портов, переадресацию портов, демилитаризованные зоны DNS и NAS я даже говорить не буду, это стандартная опция уже для всех Asus роутеров. Есть поддержка Amazon Alexa, что нам, честно говоря, не очень подходит. Поддержка IPv6, есть поддержка VPN, по VPN, как я уже говорил, PPTP, OpenVPN, IPsec, WireGuard, и есть у нас VPN Fusion, пожалуйста, и Instant Guard, работайте. Есть Brandmauer. Brandmauer может фильтровать URL адреса, может фильтровать по ключевым словам. Есть фильтр сетевых служб еще и по расписанию. Ну и кроме этого есть еще администрирование, сетевые утилиты, там NetStat, есть Wake LAN. В принципе, достаточно неплохой набор инструментов, которые вот, обеспечивают данный роутер. Давайте теперь пойдем с вами. Сейчас у меня Лиса пойдет, разнесет эти башенки и потестируем, как он там с покрытием работает и тому подобное. Слушайте, но давайте так, я отключил сейчас все ноды, есть только базовая станция. Мы сначала проверим на одну базовую станцию на всю нашу студию, на 165 квадратов, потом вторую ноду подключим. Так, и для начала будем с вами тестировать покрытие, посмотрев на то, что подключилось, 5 ГГц, тип Wi-Fi 7. Нет, ты покажи, что здесь Wi-Fi 7, я тоже не скажу, что здесь не Wi-Fi 7. Видно?
Ну вот, отлично. И скорость у нас коннекта тут 2 гигабита 1900 на 1.8. Для этого мы сначала возле ноды одной делаем тест на, скажем так, на скорость. Ну, там где-то примерно 1 гигабит. Ну, смартфон такой. Google Pixel 8 Pro, что ты хочешь от него. Вообще четко единичку гоняет. Делаем на загрузку 990, сейчас на выгрузку посмотрим и пойдем в самый конец студии, а потом подключим ноду. Еще дополнительно там и посмотрим на то, как это работает. Ну, грубо говоря, гигабит на гигабит. Гигабит. Ну, да, примерно так. Пошли погуляем. Смотрите, студия большая, действительно большая. То есть у нас здесь много разных приколов. Смотрите, какой экранчик красивый. Много разных приколов. И теперь там склад. Так, там у нас Алена, помаши ручкой зрителям. Все. Пошли на дальнюю локацию. Это самый дальний угол нашей студии. И где мы на одну ноду, грубо говоря, пытаемся получить. То есть на 165 квадратов мы покрываем одну. Вот, пожалуйста, у нас 490, ну 500 мегабит он показывает. Объясню. Падение в данном случае, оно неизбежно. Но обычно у нас падение на такое расстояние считается хорошим до 60%. Здесь меньше, чем 60% падения. И это хороший показатель. То есть это на одну ноду. Мы сейчас с вами, ну, 489 на 480, грубо говоря. Теперь, Леночка, пойди включи, пожалуйста, ноду, и мы сейчас перенесемся туда. Смотрите, у нас здесь поднялась еще нода. По сути, она сейчас работает в беспроводном режиме, без LAN FJ45. И работать это будет примерно так. То есть, сколько достреливает от того роутера до сюда, он столько же подхватывает и раздает вокруг себя на максимальное свое подключение. То есть, мы сейчас подключены к ней с максимальным покрытием и увидим результат уже намного больше. То есть, это практически там 800 мегабит. То есть вот сколько вот не хватает от той части, вот эта нода, она будет ретранслировать эту скорость, которую она взяла, вот с такой вот скоростью 839. То есть если я включу, грубо говоря, в дальнем складе еще одну ноду, то я затранслирую здесь на максимальной скорости все. Хотя это рассчитано, вообще идеально было бы на этажах. Вот, допустим, да, у нас есть центральный стояк, трехэтажный дом. Пожалуйста, 839 на 604. Есть стояк в трехэтажном доме. На центральной какой-то лестнице размещается 3 ноды внутри, которые по центру покрывают каждый из этажей. Покрытие будет идеально. Я вам серьезно говорю, это будет идеальнейшее покрытие. Классно работающий роутер. В общем-то, бюджетно, хорошо. И я думаю, что нужно уже проходить, делать выводы. А давайте еще 2.4 проверим. Вот на дальность, да, вот мы сейчас возле нашего второго роутера. Давайте 2.4 сейчас включим. Интересно получится. Так, 2.4 включили. Мультилинк нет смысла тестировать. Ну, так уж. Ну, вот я вам, в принципе, смотрите. 50, 60. Так, смотрите, 50. Думаю, будет 60. Но это мусорный эфир. 2.4 это уже для устройств умного дома. Этого более чем достаточно. Даже телевизор будет на таком работать, и компьютер будет работать. Но я, конечно же, рекомендую 5 ГГц на текущий момент уже использовать, потому что в 2.4 этих роутеров наставили все, каналов всего лишь 13, и все. Нормально, 49 мегабит на 32. Тут показываю всю правду. В общем, переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, рекомендую одно из самых интересных бюджетных решений в варианте 3 модулей. Кстати, знаете, как тут получилось интересно? Тут есть наклеечка, где написано «Я основной». Потому что каждый из этих модулей отдельно может работать одним роутером. А вот основным из них может работать вот этот. Вот так вот. Я очень рекомендую, за свои деньги отличный топчик получился. Дешево, сердито, классно работающая, с хорошими функциями, с поддержкой VPN. Что еще надо? С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.